Если тебе хочется поиграть во что-то веселое с друзьями, трэш-кооп это прям то, что нужно. В таких играх главное это сам процесс и те моменты, с которых можно поржать. Это уже третья часть, в которой я расскажу тебе еще о 5 проектах, где можно и нужно быть попроще. Всем здрасте, с вами Настя, приятного просмотра. Еп-еп. Ты тут не герой и не спаситель, а мелкий приспешник, которого призвал чародей, чтобы устроить грязные делишки в башне соперника. И вся суть не в том, чтобы победить, а в том, чтобы навести максимальный бардак, пока не выполнишь норму вандализма за ночь. В коопе вы вместе бегаете по башне, ломаете все подряд, портите интерьер и зарабатываете очки за каждую пакость. Параллельно находишь заклинания и начинаешь с ними экспериментировать. Толкать, тянуть, телепортироваться, клонировать и вообще творить странную магическую дичь. Причем колдовать нужно голосом, так что приходится держать себя в руках, даже когда вокруг начинается полный трэш. Но башня не пустая. Внутри полно существ, которые явно не рады гостям. Приходится прятаться, отвлекать их или просто убегать, если все пошло не по плану. В этом и кайф. Постоянное напряжение смешивается с абсурдным юмором, особенно когда ты с друзьями пакостишь, при этом еще пытаясь не погибнуть. Интересный факт. Название Еп-Еп связано с болтовней или шумом, который игрок слышит в игре. Саунд-дизайн собирался отдельно и раньше геймплея. Сначала делали звуки, а потом под них подгонялись сцены. В обсуждениях отмечают, что некоторые звуки появляются без видимой причины. И это рождает теории, что игра реагирует не только на действия, но и на поведение игрока. Например, когда долго он стоит на месте. Падал. Ты тут оказываешься в максимально странной ситуации. Сидишь в лодке посреди реки и постоянно пытаешься выжить, гребя изо всех сил. Впереди длинный путь с кучей препятствий, и игра с самого начала как будто намекает, что легко точно не будет. Игровой процесс строится вокруг гребли, причем управлять приходится максимально точно. Либо сразу двумя веслами в одиночку, либо делить управление с другом. И вот тут начинается настоящее веселье. Вам нужно синхронно двигаться, ловить баланс и не улететь за борт из-за мелкой ошибки. По пути мешают ловушки, резкие склоны, ветра и особенно сложные участки, на которых постоянно застреваешь. Это твое испытание на терпение и координацию. Здесь можно включить контрольные точки, если хочется чуть меньше страдать, или наоборот идти до конца без поблажек. Особенно круто играть, конечно же, в кооперативе, где вместо спокойного прохождения ты получишь кучу крика, смеха и потерю нервных клеток. Интересный факт. Игру сделал один человек всего за месяц. В ранних версиях управление было более отзывчивым, но его специально ухудшили, потому что тестеры слишком быстро осваивались и игра теряла саму суть. Игроки также заметили, что при определенных движениях веслами можно сломать физику и резко ускориться. Это стало чем-то вроде скрытой техники для продвинутых. Storebound. Тут твоя задача сбежать из проклятого торгового комплекса, будучи покупателем, и выбраться можно только вместе с другими игроками. Ваша команда исследует этот лабиринт из магазинов, ищет предметы и пытается понять, как отсюда выбраться. Постоянно приходится общаться с помощью голоса по рации, делиться находками, передавать подсказки и буквально вести друг друга за ручку по отделам. Иногда выгоднее разделиться, но это всегда риск, потому что без связи можно легко потеряться или попасть в ловушку. А еще здесь есть сотрудники, которые выходят на смену, когда гаснет свет с вопросом «Вам чем-нибудь помочь?». Они ищут вас, и лучше в этот момент не шуметь, прятаться, пробираться по вентиляции и экономить батарейки фонарика. Плюс ловушки и странные галлюцинации начинают давить на психику. Все завязано на командной работе, внимательности и умении не паниковать. Есть разные уровни сложности, прокачка с опытом и новые возможности, которые помогают выживать, а за счет случайных предметов и испытаний каждое прохождение ощущается как новое. Интересный факт. Игра выходит эпизодами. Сейчас уже есть первые 4, а остальные будут добавляться по мере разработки и отзывов игроков. Игроки в демо отмечали баг, где персонаж мог застрять в укрытии, если слишком быстро использовать его дважды, и выбраться уже нельзя, пока не придет монстр. Многие геймеры отмечают, что играть одному почти бессмысленно, и это воспринимается не как минус, а как часть дизайна. Игра буквально ломает соло-прохождение. Гаррис Мод. Ты тут не следуешь какому-то сюжету и не выполняешь задания. Тебе просто дают кучу инструментов и говорят: делай что хочешь. Это буквально песочница, где ты сам решаешь, чем будешь заниматься. Хочешь, начинаешь собирать странные конструкции, машины, ракеты, катапульты или вообще что-то, чему даже название придумать сложно. Все строится через физику, поэтому приходится экспериментировать, соединять объекты и смотреть, что из этого получится. Иногда все работает идеально, а иногда через задницу. Если не хочешь возиться со сборкой, можно просто дурачиться. Расставлять
Вставлять персонажей, крутить их, ставить нелепые позы и устраивать свои маленькие сценки. А благодаря мультиплееру все это превращается в дурдом, где вы вместе придумываете всякую фигню. И в этом главный кайф. Никакой цели, только свобода, эксперименты и куча странных ситуаций, которые появляются сами собой. Это игра, в которой ты с друзьями сам придумываешь правила и каждый раз получаешь что-то новое. Интересный факт. Garry's Mod изначально вообще не планировался как игра. Гарри Ньюман делал его как инструмент для развлечения внутри Source, чтобы просто дурачиться с физикой Half-Life 2. Разработчик сам не ожидал, что люди начнут использовать игру как платформу для ролеплея и социальных серверов. Игра почти полностью держится на комьюнити-контенте, а не на том, что сделали разработчики. Это редкий случай, когда проект живет десятилетиями за счет игроков. Little Company. Ты и твои друзья сотрудники космической корпорации, и вас отправляют на заброшенные индустриальные луны собирать всякий хлам. Звучит не так уж и плохо, пока не понимаешь, что все это ради выполнения квоты, и если не уложишься, никого особо не волнует, что с тобой произойдет. Вы с командой высаживаетесь на разные спутники, исследуете заброшенные комплексы и таскаете все ценное на корабль. Деньги потом можно потратить либо на новые, более опасные вылазки, либо на всякие штуки вроде инструментов или украшений для корабля. По ходу можно сканировать существ и заполнять бестиарий. А еще можно находить записи прошлых экипажей, не самые обнадеживающие, честно говоря. Можно разделиться, кто-то остается на корабле и помогает через радар, открывает двери, следит за ситуацией, а остальные идут внутрь. Или можно идти всей группой, но риски уже другие. В любом случае, без общения тут никак. Рации, координация действий и постоянные крики становятся нормой. Особенно опасно ночью, когда нужно быстро вынести все найденное и не оставить никого позади. Игра держится на балансе между жадностью и страхом. Интересный факт. Проект создан одним разработчиком, и это сильно повлияло на стиль. Зикерс не пытался отполировать все до идеала, а наоборот оставлял шероховатости. Низкая детализация и странные модели усиливают ощущение кошмара. Еще игроки заметили, что монстры часто ведут себя нелогично, но страшно реалистично. Например, могут игнорировать игрока или внезапно сменить цель. Вот такая подборка трэш-кооп игр у меня получилась. Играл ли ты с друзьями в одну из них? Поделись впечатлением в комментариях. Если тебе захотелось поиграть в проект из списка, то моя миссия выполнена. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки и пишите комментарии. А главное, берегите себя, берегите свое здоровье. С вами был Настена, всем пока-пока.